В современной жизни каждый человек выбирает жить так, как ему хочется, так, как ему лежит по душе. И, например, есть проблема того, что во многих местах есть проблема, когда дети не хотят возвращаться. Здесь вот вы пройдетесь по стойбищу, спросите всех детей, и я уверен, что почти 100% детей скажут, что мы хотим жить здесь. Почему? Потому что они здесь живут полностью со своей семьей. Если вы окажетесь среди, например, поселковых или городских немцев и спросите детей, хотите ли вы, дети, в тундру, они 100% скажут, что они не хотят в тундру. Дети – это то, что отражает взрослых. И если вы обратили внимание на детей на стойбище, если вы были внимательны, наблюдательны, да? На первом вертолете приехали одни люди, мы здоровались за руку, все дети здоровались за руку. Потом на следующем вертолете уже приехала немножко другая категория людей, когда начались обнимашки. И вот буквально через несколько минут дети начали повторять эти обнимашки. Тут все точно так же. Если мы на собственном примере не будем показывать свое определенное отношение к тундровой жизни, кочевой жизни, то можем не ждать людей, которые бы хотели туда. Насколько важно сохранять и знать свою культуру, это тоже опять-таки с какой точки вы зададите вопрос. А если вы говорите это из позиции человека, так скажем, болеющего за человека, который отходит от своей традиционной культуры, от вот этого огромного багажа знаний, от огромной энергетической составляющей его жизни, то да. Потому что человек, отходя от своих корней, пока еще не осознает, что он оставляет за своей спиной. На сегодняшний день в мире огромное количество людей, которые хотят быть ближе к своему роду, ближе к своим предкам. Они хотят знать, как и где жили их предки до них. Но, к сожалению, они не могут это узнать. Может быть, там по письменным источникам кто-то узнает, но вот эту вот основную энергетическую составляющую они потеряли. А коренные народы на сегодняшний день еще находятся в состоянии, когда вот эта вот энергия рода, сила рода, она находится рядом. И она питает все еще человека. И здесь он сам решает, как бы, оторваться ему от рода или нет. Мы, взрослые, мы своим отношением можем погружать в это или вытаскивать оттуда. Вот. И поэтому, наверное, важно, как себя ведут родители, как они это своим детям преподносят. И на самом деле для детей очень важны фразы и слова, наполненные эмоциями. Если вы, так, улыбаясь, рассказываете, там, показываете, как прекрасна национальная традиционная культура и так далее, так далее, так далее, и в какой-то момент вы оброняете фразу «как же мне это надоело» заниматься этой культурой и пахать за копейки и так далее, и так далее, и так далее. Все, эта фраза вырубает всю вашу работу. И многие люди очень сильно удивляются, а почему? Вот я занимаюсь культурой, там, у меня ансамбль, я преподаю ненецкий язык, а мои дети не говорят. Потому что они уставшие, как мама, приходят домой и оброняют подобного рода фразы. Человек тоже, конечно, в свою очередь, в своей жизни должен выстраивать определенные границы. Да? Работа-дом – это всегда должно быть правильно выстроено, но при этом у каждого человека, у каждой вещи, у каждой работы, не работы есть определенный энергообмен. Когда человек не получает энергообмен, он начинает уставать, он начинает в энергии терять. Вот. И заниматься культурой нужно из определенного состояния ресурсности. И при этом
не передавливать себя. Потому что ты в одном месте себя передавишь, то в какой-то момент наступит время, когда у тебя не будет сил, у тебя не будет эмоций, тебя ничего не будет наполнять, и люди, которых ты вел, они могут точно так же оказаться безресурсными. Мы являемся созидателями собственной жизни. У нас у немцев говорят, что человек на каждом моменте своей жизни имеет множество выборов. Вот, и по этим выборам следует. И когда мы оказываемся в какой-либо ситуации, это результат наших выборов. Вот, и нам всегда есть за что поблагодарить себя, за что поблагодарить свой род. И люди порой, наверное, забывают благодарить. Люди вспоминают про какие-то места, или когда им места силы, например, да? Или о своих предках. Они вспоминают тогда, когда им плохо. А надо вспоминать о них и тогда, когда хорошо, и тогда, когда плохо. То есть, когда мы переполнены эмоциями, чувствами, мы должны ими делиться. Но современный человек, он такой, наверное, порой становится накапливающим все мне. А когда же делиться с людьми? Ненец будущего – это человек, который может полноценно жить и здесь, и там. То есть я не вижу того, что должна быть какая-то определенная, да, то есть это не должно происходить из крайности в крайность. Вот как у меня отец говорит, да, у каждого человека есть способности к определенному образу жизни. И вот если у него способностей больше жить в городе, в поселке, то, пожалуйста, почему бы нет? Если у человека есть способности кочевать, вести традиционный образ жизни, то почему бы нет? То есть, например, живя в городе или в поселке, можно соблюдать правила традиционной жизни. И от этого можно таким образом еще и улучшать свою жизнь. То есть на уровне даже мысли, да, мы можем организовать себе поездку, мы можем организовать себе ресурсы. Но если мы будем это правильно устраивать в своем мыслепотоке, да, правильно очищать собственное небо. Вот, мне кажется, вот этот вот вопрос очень даже хорошо было бы задать немцам, которые кочуют на Ямале. Потому что, мне кажется, это регион, в котором очень хорошо соединяются современные технологии и традиционный образ жизни. При этом как бы сохраняется язык, сохраняется культура, образ жизни. Вот. Там есть спутниковое телевидение, интернет и много-много другого. Но тут нужно, наверное, много чего добавить. Народ развивается, народ двигается дальше. И одни немцы могут тянуться за другими немцами, да, наблюдать за ними. Вот. И поэтому я бы добавил, например, больше традиционного театра, больше своего кино. Среди немцев у нас очень мало людей, кто снимает кино. А профессиональное кино, наверное, режиссер Анастасия Лапцуй, но это как бы уже не современное поколение. Да? Должны появиться люди из современного поколения, которым это будет по душе и которые это будут двигать. Традиционная культура, традиционный образ жизни – это то, без чего не существует в моей жизни. Мой дом находится там, где нахожусь я, там, где находятся мои чумы. И сейчас вот у меня чумы стоят в Подмосковье. Там живут животные актеры, олени, волки, лисы, лошади. Там у нас есть чумы. Мы рассказываем, показываем традиционную культуру, жизнь. И это наше стойбище сегодня стоит здесь, завтра может стоять абсолютно в другом месте. И оно тоже будет развиваться, и туда будут идти люди. У любого места есть человек. То есть люди приходят к людям. И где бы я ни находился, меня найдут те люди,
которым в тот момент нужно оказаться рядом. И, например, сегодня вы оказались здесь, и я здесь, и вы смогли взять интервью. Вроде как мы живем в одной большой Москве, да, но нам там довольно сложно встретиться. А здесь, как бы, на просторах тундры уже некуда деться. Я продолжаю то, чем занималась моя семья многие-многие годы. Я передаю какие-то знания про нашу медицину, травы, энергии. Например, тот же фольклор, эпос. На самом деле звучание эпоса считается целебным, налаживающим человека, даже если он не знает языка. Потому что когда мы поем эпос, мы запускаем определенную энергию, через которую мы показываем историю. И вот человек, например, знающий ненецкий язык, слушая эпос, он может уже видеть этот эпос как картинку, да, как мы с вами смотрим кино. Вот. И раньше наши предки этим и жили. Да? Сейчас вот у нас больше, с одной стороны, возможностей показать картинку, но при этом, когда мы показываем картинку, мы лишаем человека определенного течения энергии. То есть мы все равно навязываем свое видение, свою точку зрения. Хочет ли человек быть ближе к своему роду? Хочет ли он иметь в течение своей жизни хранителей, которые бы его оберегали, которые бы его направляли? Вот. Хотел бы он меньше ходить к психологам, к психотерапевтам? Если он всего этого не хочет, то ему нужно идти к своему роду. А свой род, он приходит через знание языка, через знание своих предков до определенных поколений. Можно просто туда зайти как за интересом, да, а что же там? Ну, не понравится, всегда можно бросить. Но знать о том, что шанс был, и были определенные возможности. Вот как мы в части нашего сегодняшнего интервью сказали, что мы можем организовать себе поездку, мы можем организовать себе ресурсы, но мы это можем сделать, имея покровительство от своего народа, от своего рода, от своих предков.